Доброе утро, 11 мая. Вышел сегодня на утреннюю прогулочку небольшую, часовую. И такие мысли у меня с утра интересные, но весьма печальные, скажем так. В общем, зайду издалека. Я так склоняюсь к мысли, что, возможно, еще и есть в России такой деятель Пригожин Евгений. И он когда-то сказал крылатую фразу про одного счастливого дедушку, который может оказаться полным мудаком. Ну, в общем, этот дедушка ночью сегодня давал пресс-конференцию, которая должна была стать чем-то, как всегда. Ну, что-то стало, я так понял, как обычно, так себе. Ничем. Вот. Ну, суть не в том. Так вот, этот дедушка счастливый вроде на этой конференции подводил также итоги празднования Дня Победы. К нему в гости приезжал другой дедушка, так понимаю, не менее счастливый, китайский друг его. И они, значит, вот проводили парад, там все дела. И этому дедушке, который приезжал 15 июня, исполнится 72 годика. Счастливому дедушке, который может оказаться мудаком, или оказался, уже 72. Есть у них еще третий друг. Ну как, друг пока что в кавычках, в США. Тоже дедушка, которому 78, а за день до китайского дедушки, 14 июня, будет 79. И вот эти три богатыря наши, ну, это мои мысли такие, да, вот я с этим проснулся, грубо говоря. И эти три богатыря наши, как бы сейчас глобально решают судьбы мира, да. Ну, если так. Ну, остальные тоже, конечно, что-то где-то, ну, глобально вот эти вот два законных богатыря, да, американский, китайский, и самопровозглашенный третий богатырь, к ним подмазавшийся, тоже пытается что-то там это. И вот я посмотрел, мне стало интересно, вот на Ялтинской конференции сколько было тем дедушкам лет, когда они там, да, условно, дальнейшую судьбу решали, европейскую там и так далее. И оказывается, было им 70, 66 и 63. То есть были они помоложе наших дедушек. Это, конечно, понятно. На то время и медицина была похуже, да, и все эти вещи. Ну, сейчас-то как бы все с этим намного лучше. И молодость продлевается, и здоровье сохраняется, особенно у таких дедушек, которые во главе стоят своих стран. Но меня заинтересовала также в этом контексте следующая информация. А когда вообще, ну вот, у мужчины там наступает пик его возможностей физических, ментальных, там всяких когнитивных, скажем так, в каком возрасте? Ну и получается, что я спрашивал у 3 капроновых голов, я там скачал не так давно еще одну китайскую голову, к этому Змею Горынычу добавил DeepSeek, теперь и с ним тоже общаюсь. Ну, значит, каждая из них сказала мне одно и то же, что по нынешним меркам есть там, разделяют разные виды как бы золотой поры, да, мужской, там есть там до 30 лет, это когда физическая там какая-то активность и так далее и тому подобное. Ну, в общем, глобальный смысл, что когнитивные, а именно они меня в большей части интересовали возможности человека, они, мужчины, они где-то там до 60 лет максимум при всех там супер благоприятных этих, вот так кристаллизованный там интеллект, когнитивный интеллект, по-моему, вот он там до 60 измеряется. После 60 идет, ну, деградация там, само собой. Вот. Ну и получается, что наши эти три богатыря, уже пребывая, скажем так, на закате своих, ну пускай они там супер сверхчеловеки из своих народов,
Вот у них там, пускай до 65 это все было, а сейчас только пошел спад, и то очень медленный, и они еще там, ого-го, какие. Ну, сами понимаем мы, что это вряд ли так есть. И как эти ребята вот, скажем так, видят мир, видят его будущее, там будущее новых поколений, когда они уже одной ногой стоят как бы на пороге, да. Ну, ладно, это понятно, что тема как бы не нова, банально все это, геронтократия сраная. Она не впервые как бы в мире появляется и так далее и тому подобное. Но меня другое удивляет, как мы к этому пришли. Вот в 20-х годах 21 века, да, мы сталкиваемся с тем, что, по сути, всей нашей голубой планеткой управляют вот эти 3 богатыря. От их решений зависит что-то там, какая-нибудь Третья мировая война. Ну, это, конечно, большая натяжка, очень большая. Понятно, что этот питерский гопник всех взял на понт. Хороший понт дороже денег. Вот. Но, тем не менее, как бы выглядит все так. Как мы пришли к этому с демократией, со свободами там человека, со всей вот этой вот с правами, там, все что угодно. Вот как мы к этому приехали, в эту точку? Хрен его знает. Может быть, все не так работает, как мы думали, предполагали. Может быть, демократия — это не то, что нужно этим людям. В слабой позиции, получается, она находится. По сути, заокеанский дедушка тоже, походу, идет к авторитаризму. Ну, он так думает. Понятно, что он не дойдет, потому как, похоже, что сердце не выдержит таких резких движений. Но, тем не менее, он тоже туда стремится. И эти 2 остальных его другана уже один прям показывает пример всем остальным. Второй тоже там не отстает в Китае своем. В общем, это очень интересно. Но самое интересное — это то, как вообще это все устроено. То есть эти же дедушки, вернее, в основе это всегда лежит информация. Кто владеет информацией, тот, по сути, владеет всем остальным. И вот эти дедушки, чтобы править этим своим миром, да, они же должны на что-то опираться, да, смотреть, что происходит, как-то этим манипулировать, управлять и так далее. И вот как они смотрят на то, что происходит. Давайте представим, просыпается где-то этот счастливый дедушка, мудак, или который станет мудаком, тут кому как нравится, просыпается где-то в своем там Новоогарёве с утра, и что он делает? Он же не открывает там новости, там посмотреть, американские, там потом там российские, потом китайские, там какие-то телеграм-каналы, какие-то там новостные сводки, ничего ж такого, правильно? Он открывает свою папочку там с гербом, где написано то-то, то-то, то-то. Мы сделали так-то, так-то, они там сделали так-то, так-то. И по идее, кто приносит эту папочку, тот как бы и управляет процессом. То есть давайте смотреть, кто носит эти папочки. Вот теперь мне задача сегодня на день поковыряться в этом. Про девочку, которая носит папочки заокеанскому дедушке. Я что-то слышал краем уха у одного дяди. Ну, не знаю, насколько там это все соответствует действительности. Но, тем не менее, там тоже, походу, девочка с приветом. Ну, как, так, конечно, я шучу. Ну, своеобразная. Вот. Интересно, как и остальные там, да? Откуда? Получается, очень интересная картина. Дедушки стоят, как бы являются лицом, да, этого всего движения, а за ними есть какие-то девочки, мальчики, которые вкладывают в папочки что-то. И, походу, они умом не блещут, судя по тому, что в мире происходит. Интересы у них, наверное, сиюминутные какие-то, либо, явно не глобальные. Короче, вот такие глупые мысли в моей башке с утра. Зато как выглядит все хорошо. Утро сегодня прекрасное. Вот, 1 километр, 10 минут, 2 секунды, сказали мне в ушко. Значит, хватит болтать, надо ускоряться.
Я вот это иду, думаю сейчас про эти папочки и как правильно поискать этих девочек-мальчиков, которые ложат. И вдруг понимаю, что это же глупая мысль. Получается, папочку-то носить может просто Петрушка. А вот кто папочку ложит, а если дальше эту продлевать мысль, так а кто в папочку не ложит, а кто формирует то, что ложить, кто пишет эту бумажку. Ну, короче, я ничего не найду. Это можно бесконечно, никто никогда ничего не узнает. Но смысл простой. У каждого звена в этой цепи есть свои какие-то интересы, свое понимание мира, свои там заботы и хлопоты, свое видение, проблемы и так далее и тому подобное. И это, конечно, нас ставит перед пониманием того, что никогда ты в этом не разберешься, и все так, как оно и должно быть природным путем. Да, но все равно мне это дико понимать, что вот мы шли-шли, геронтократия на максимальных своих сейчас позициях находится. В стране о плоти демократии, блин, к власти идет дядя Трамп, который, по сути, блин, даже я не знаю, я просто не разбираюсь в этих вещах, я даже не знаю, как правильно его назвать, что это за человек. Единственное, что я могу о нем сказать, что вот эти его дутые бизнес-успехи, я считаю их дутыми, короче, вот так будет правильно сказать. То есть это negotiation, как говорит один блогер, и, типа его скилл, прям, мне кажется, он совсем невысок. Он там, наверное, имеет за собой какую-то практику бизнесовую и так далее, но она весьма-весьма, мне кажется, средняя. Там больше, опять же, больше понту. И про хороший понт дороже денег я имел в виду, когда говорил Третью мировую войну. Не то, что она там не начнется, я имел в виду ядерное противостояние, скажем так, уже ядерные удары и так далее. То есть то, что Третья мировая идет в каком-то гибридном виде, то, наверное, это факт. Вот, а я имел именно ядерку, которой московский дедушка размахивает и пугает всех этих желающих пугаться. Вот. А к чему вообще это я всю эту тему завел? Я понял, только что я осознал, откуда корни растут. Я вчера с утра сел, мне пришел с джоб-центра код для регистрации своего кабинета джоб-центровского электронного. Я что-то как-то откладывал эту всю тему, когда-то делал, потом оно заблокировалось, я не доделал его до конца. Теперь вот опять пришлось возобновить это все, и мне пришел код, и надо было его зарегистрировать. Я сел и с огромным трудом что-то там сделал. То есть сначала мне было очень тяжело, я никак не мог въехать, что куда вводить, там где это. Оно же как бы еще переводит сам браузер, то есть на немецком оригинально, и он там переводит как-то по своим же алгоритмам, и там, может, какие-то слова в письме одно слово, там ключ, а там, допустим, код, и там, в общем, нюансы такие, которые ты вроде сидишь и не можешь отдуплиться сначала, что, куда, как. Тем не менее, я там посидел, покумекал, оказалось, что все это либо инструкция написана, скажем так, сложновато, особенно в переводном варианте, когда она проходит, либо я действительно уже, типа, когнитивно начинаю сдавать. То есть, скорее, может, это моя особенность, может, это вот в контексте того, что я вчера с GPT-шкой изучал там свою личность, вот, как-то там локус и интегральный локус у меня, типа, я всегда, опираюсь только на свои эти, неважно. Суть в том, что либо я себя недооцениваю опять тут, либо у меня такая действительно физиологическая особенность, что я иду сейчас на когнитивный спад уже там в свои 41 год. Вот, до этого я был более шустрым и понимающим что-то, а вот сейчас у меня уже начинается закат. У кого-то он начинается там рассвет, как эти же мне капроновые головы сказали про этих политиков, что, вообще в целом про мужчин, что вот там в среднем, 60 я называл нижнюю границу, а по факту там вот а-ля от 40 до 55, вот так вот. Да, и скорее всего, что у меня, может быть, этот спад и начинается. Я вот это вчера задумался в ситуации с этим джоб-центром, как мне это тяжело далось. Я такой, да, раньше же такого не было, вот это вот все, а как так-то? И вот я такой думаю, так это я, мне 41, я уже там элементарных вещей сделать не могу. А что же вот это вот? И как-то, мысль, видно, зацепилась, и ночью перегрузилась система, я уже, начал выдавать вот такие в эфир тирады. Не дай бог, кто-то этот блог как посмотрит, он там прозреет. Да.
Ну, суть от этого не меняется. Геронтократия в мощнейшем виде. На дворе, блин, 21 век. Космические корабли должны уже бороздить просторы космоса, как раньше все фантасты писали. А у нас все по-старому. Так, погулял я. Чуть больше часа вышло, конечно, и по километрам тоже. Ну, в общем, как-то слабо я рассчитываю. А планировщик, я же указал, до 8. Сейчас уже начало 9. Я уже начинаю переживать. Вот сейчас все пошло не по плану. Короче, ну, я прям натягиваю переживать. Ну, немного расстраиваюсь из-за таких вещей. Надо при планировании закладывать люфт больший. Это такое. Но я что вспомнил? Вчера комментарий написал мне Михаил по поводу анекдота этого, да, что я только на тебя не обещал. Ну, смысл в том, что девочкам деньги, мол, не отдавай пока что. Вот. Ну, я отдал уже, конечно. Во-первых, там такая ситуация сложилась, что должен я им был тогда, если так по-честному, за базар отвечать, то по сотке каждой. Но когда я сертификат получил, они, видимо, увидели, в каком я стрессовом состоянии. И я такой, ну, там им даже ляпнул, они, что, денежки туда-сюда. Говорю, подождите, я еще, возможно, его буду оспаривать. Типа, пускай переэкзаменуют меня, я его отправлю обратно. Типа, ну, и так это сказал. Я-то для себя наполовину это шутил, как всегда. У меня фиг поймешь, где ирония, где правда. Вот, но они, видимо, поверили, и там уже одна такая, типа, да давай уже хотя бы, типа, по полтиннику каждой, и та вторая что-то дакнула. Ну, я такой за это схватился и ничего не стал им говорить. Я говорю, давайте я решу, типа, для себя вопрос с этим сертификатом. Потом, мол, с деньгами разберемся. И в тот же день я подумал, что надо, как бы, раз они меня ловили на слове, надо и мне их ловить на слове. И пока есть возможность срезать в половину, надо отдавать им по полтоса. Я там что-то бегал за этим вакууматором, пока они еще на паре сидели. Вот, и я принес им, короче, по полтоса. Ну, они на радостях вообще, видно, не ожидали денег. Поэтому вопрос с деньгами закрыт, Михаил. Никаких, как говорится, долгов у меня в этом плане нету. Я больше спорить тоже не собираюсь, а то разве что даже, и если скажут, что инопланетяне высадятся завтра, тоже не буду спорить, потому что как оно идет, жизнь, ничему не удивишься уже. Хожу, гуляю после обеда, второй подход за сегодня прогулок, и делаю маленький самоанализ. Сегодня с женой говорили, она у меня спросила, ну, мы еще пока вместе живем, и она у меня спросила, говорит, ты что, типа, думаешь, ты потянешь B2 учить? А я как бы, ну, ей говорил то же самое, что и в своих роликах, что я как бы и пойду туда сейчас только из-за того, чтобы тянуть резину, типа учиться там не буду, как же и на B1. Ну, и она просто мимо ушей это мое жужжание уже пропускает, и она, ну, забыла, невнимательно слушала, и как бы, и тут ее вдруг осенило, она сидела, учила свои уроки, у нее сейчас, она B2 сдала, и бодибилдинг у нее по профессии, она, ну, хочет работать по образованию своему университетскому, украинскому. Хотя опыта у нее как бы мало там в Украине было, ну, тем не менее, в общем, она много лет не работала по этой специальности, но здесь она хочет ее восстановить. Она, в принципе, довольно денежная и так далее. В общем, ну, ее выбор, скажем, нормально там. Все, я думаю, у нее получится. Вот, и она вдруг села за свои эти занятия, ее осенило. Такая говорит, ты что, типа, сможешь потянуть B2? А я как бы, ну, на приколе говорю, ну, конечно, ты видишь, я сдал B1 лучше, чем ты. Она же со второго раза сдала, а я с первого, получается. Я говорю, конечно, я потяну, ты во мне сомневайся. В общем, так, пошутил, ну, потом объяснил, конечно, что я не буду учить, для чего, что. Только в этот раз она же уже услышала. Говорит, так а как ты, ну, типа, ты уверен, что не надо учиться? То есть, я говорю, а зачем мне нужно учиться? Ну, как-то будущее, типа, свое, это ж ты сейчас на пособие, а что потом? Ну, такое ощущение, что она не знает реально, с кем она живет там сейчас. Ну, у нас такие отношения уже формальные, как я говорил, брак у нас. То есть она там мои дела не сильно вникает, я в ее и так далее. Вот, пока еще мы юридически не оформили, не разъехались физически, но тем не менее, как бы, такой брак. Вот, и получается, я же ей опять давай по новой объяснять. Высказал то, что мое видение, да, как я дальше планирую существовать. Вот, она говорит, ну, странно как-то, как ты, типа, никакой уверенности в завтрашнем дне. Ну, на что я ей сказал, слушай, пока есть вот телефон с интернетом, я, типа, не пропаду. Вот, ну,
весь мой опыт жизненный показывает о том, что я не пропаду. То есть я самозанятостью занимаюсь лет 15, и пока жив-здоров, слава богу, как бы есть, есть что одеть и так далее. Дети мои в безопасности, шахеды не летают над ними, она тоже вроде у нее все хорошо. То есть за что мне переживать? Как бы мы никогда богато не жили, сейчас живем не хуже, чем раньше, наверное, так, если взять, а может кто-то даже и лучше. Вот, поэтому как бы я за это вообще не переживаю. Ну, я объясняю, что вот я склоняюсь к тому, что мне сейчас лучше плыть по течению, там делать то, что мне нравится хотя бы там, или пытаться делать, да, там вот это вот сейчас я горю путешествиями, вот буду пытаться это реализовать. А завтрашний день настанет, я об этом буду потом думать. И вот так я и все это рассказал бодренько. А сейчас схожу, гуляю сам и думаю, а правильно ли я делаю выбор, так сказать? Не пожалею ли я о таких своих решениях? И думаю, хорошо, ну я как склонен всегда же анализировать, а что было раньше? А когда я уже жалел о таких решениях? А делал ли я такие выборы? Ну, что-то задумался и ничего вообще не могу вспомнить. То есть единственное, о чем я, ну так, и то можно с натяжкой назвать, что жалел, это то, что не учил английский в школе там или когда. Ну, то есть это я прям сейчас вот столкнулся, что думаю, блин, я зря не учил этот язык. Но назвать что-то какое-то там супер-мега сожаление и все такое. И опять же, эти решения принимались не 2, не 5, там, а 20 лет назад. Даже так какие 20, даже больше намного. То есть, что с меня тогдашнего взять? Поэтому, блин, я так и сяк и подумал, и что вот где были те развилки, на которых я повернул неправильно, и о чем сейчас вот жалею, прямо надо было вот так, то вообще я не могу вспомнить. У меня наоборот, наверное, какие-то я, если и принимал решения, то о них можно только радоваться, как, например, в 2013 году, перед самым началом революции, там, ну, я переехал из Донецка, я жил некоторое время в Донецке, с 2010 года по 2013 там снимал квартиру, в общем, как-то туда по работе попал, ну, а потом остался уже, сменив работу на самозанятость. Был у меня там небольшой бизнес, ну, в общем, арендная квартира, такое все, арендное помещение, ничего, короче, серьезно, по сути, чтобы меня держало. Но, тем не менее, в конце этого 2013 года я уже окончательно оттуда уехал, а жена уехала, мы купили дом вот там, где мы жили в Украине сейчас, летом 2013 года. То есть она с детьми уехала чуть раньше обживать там это все, а я должен был оцифровать свой этот бизнес небольшой и как бы удаленно им управлять. То есть и что потом случилось? Буквально месяц я пробыл здесь с ней, ну, начал вот эту удаленную работу как бы с магазином там своим. Один раз съездил туда на инвентаризацию, по-моему, в декабре месяце или в январе уже. И потом стал Майдан, и как-то я залип в это дело все. Тогда еще первые стримы, помню, появились, ну, когда реальные репортеры бегали там и журналисты по Майдану, и все это впрямую стримили. То есть я как залип на эти все стримы, все что же наслушался всей этой политинформации, душа болела, как говорится. Я там думал не за свой бизнес в Донецке, а за то, что будет со страной, так сказать. Ну, это я сейчас так, с юмором, конечно. Ну, на то время, да, я переживал там и так далее. Вот. Ну, и как бы благополучно все там, этот бизнес схлопнулся. Ну, не то, что схлопнулся, он просто остался. Он остался там, а я здесь. Вот, и ничего там не работает и так далее. Соответственно, для меня этот веха жизни закрытая Донецкая была. И я оказался перед самой, по сути, вот... ну, как это правильно назвать, это же еще была не полномасштабная война, а первые там заходы россиян в Донбасс в то время. То есть я мог бы там остаться, если бы как-то по-другому какие-то решения принял. А я довольно спонтанно и вообще, скажем так, меня Бог отвел. То есть, чтобы вы понимали, как это произошло, я поехал в свой город родной, в котором я родился, до 5 лет прожил. Просто там могилы дедушек, бабушек посетить и увидеть родственников. Я там не был, ну, лет 15, может, 10, не знаю. Ну, в общем, мать мне так что-то это рассказала, что ты, сынок, мол, не подофигел вообще, как бы забыл, кто ты, откуда. И я такой что-то, ну, блин, как раз у меня парень этот начал работать, на которого я магазин оставлял. Я взял свой велосипед, я тогда уже по спорту немножко как бы начинал двигаться. Взял велик, кинул его в автобус и поехал. То есть буквально на неделю я туда приехал, пожил там где-то у родни, по-моему. Блин, ну я не помню, где я жил. Ну да, наверное, у родни пожил. И, короче,
посмотрел этот город, мне все так понравилось, все же как бы было отлично, и у меня там бизнес потихоньку пыхтел, какие-то деньги мы там уже с женой собрали на жилье, но в Донецке нереально было купить там на ту сумму, вот это еще надо было года 2 вкалывать, чтобы там хоть какой-то домик взять. А здесь я просто там, побыв день-два, я что-то уже начал посматривать дома, или мне мать натолкнула на эту идею, или я вот не помню, как это все сложилось, но в общем я начал посматривать дома и нашел один неплохой дом, который мне понравился, прям такой заходи, живи, как у нас говорят в Украине, вот, и скинул там жене видео в Вайбер или куда-то, и она такая, что же еще цыганская душа, та говорит, да, классно, прикольно, я ей объяснил схему приблизительно, как я это вижу, покупаем дом, переезжаем, я там все оцифровываю, ну, типа, приезжаешь ты, заселяйся, начинаешь все там делать, обживаться документы, типа, а я, там, мать моя поможет с детьми, и все, а я там делаю быстро бизнес из аналогового цифровым, и отсюда им как бы курирую, и тут какой-то еще дополнительно продолжаю. Новые открываю, там даже идеи какие-то уже ей набросал. Ну, она такая, о, окей, класс, вообще супер план. Ну, тоже такую женщину найти, это надо, блин, постараться, чтобы она, стараюсь ходить, где ветра нету, чтобы она согласилась на такое. Ну и да, и вот так вот мы переехали. Ну, это я сейчас углубился, уже более раскрыл этот случай этот, но сам смысл какой, что я принимал решение тогда интуитивно, то есть ничего не предвещало, что я там даже не собирались мы никуда из того Донецка переезжать, ну вот так вот раз оно как бы и получилось, и в итоге что, разве я жалею об этом? Да нет, конечно, спасибо. Ну вот и я сел, вернее, сейчас вот прошелся и думаю, ну что же такое было, где я неправильно делал выбор, ну слушал свою интуицию, вроде как бы она меня никогда не подводила, ну вот это из школы вспомнил за английский. Ну, думаю, может, если в прошлом ничего такого не было, что заставляло бы меня там изменить свое мнение, там, ну, какие-то мелочи, там, я вообще не знаю, ну, типа, там, не купил что-то, что можно было купить, продать, там, ну, какие-то там, ну, я не знаю, вот такое там, может, где-то поковырявшись можно найти, но чтобы там жизненаправляющие какие-то моменты, то нет, не было такого. Все, что я интуитивно делал, наверное, оно как бы и оправдывало себя. И, соответственно, раз так было в прошлом, зачем мне что-то менять? Зачем мне лезть в то, что работает? Как бы, если я сейчас чувствую, что так правильно делать, я так хочу, по крайней мере, это уже для меня сейчас важно, что я хочу что-то и делаю, то, наверное, пускай так и будет. И там какие-то, ну, как она там сказала мне в этом нашем разговоре, ну, типа, обеспеченное будущее, завтрашний день, ты как бы там пенсия, вот это все, мы же стареем. То есть я и сразу как бы аргументированно объяснил, я говорю, ты представляешь, что ты мне сейчас предлагаешь сделать? Перевернуть огромную кучу там усилий сделать, да, там, чтобы на выхлопе лет через 10-15 получить какую-то там, дай бог, немецкую пенсию, если все это еще сложится с работой, там, эта страна, там, блин, или этот мир вообще в тартарары не полетит, а я сейчас должен попу рвать и делать не то, что я хочу, а то, что надо, типа, и то, надо ли оно мне, я еще вот себе не могу ответить, зачем мне это надо. Ну, как бы, да, вот так. И я решил, что, ну, вот сейчас тоже записал, это вслух произнес, то, что в голове крутилось. Я еще, может, пересмотрю, послушаю, но, по-моему, все четенько выходит. Поэтому сеанс самоанализа закончен. Иду, сейчас думаю, что интересного сегодня смотрел, слушал, чтобы подвесить под ролик. Ничего в голову не пришло, кроме одного, и прям очень-очень в тему. Это дружок мой один из Киева, блогер, Спекулянт ТВ, по-моему, он называется канал. В общем, Виталий сегодня выпустил ролик, он по воскресеньям сейчас публикует. Я всегда его слушаю, ролики, там нисколько смотрю, но слушаю всегда. Я когда в Киеве жил, до этого был его подписчиком, как бы, а потом, когда в Киев переехал, познакомился с ним, ну и часто мы там раз в недельку ходили, прогуливались, в общем, общались на разные темы. Довольно интересный парень, он мне импонирует, в общем, сходные взгляды у нас какие-то есть. Тоже он такой склонен к саморефлексии, скажем так. В общем, нам было вдвоем интересно. И вот сегодня он ролик выпускает, ну тоже что-то там про жизнь свою такое болтает. И там как раз он упоминает аудиокнигу, слушал Виктора Франкла. Кстати, научил я его на двойке слушать, наверное, до сих пор так и делает. Ну вот. Ну, Франкл это про концлагерь, он там книгу написал, психолог, короче, тоже когда-то ее слушал, но она в основном вся улетучилась из головы, кроме одного основного посыла, что выживают те, у кого есть
предназначение там, или он ощущает в себе, в общем, цель какая-то, из-за которой он, по сути, живет или там существует. Ну, там сложнее тема, я сейчас правильно не расскажу, потому как все из головы выветрилось, и мозга не хватает, чтобы правильно слова формулировать. Ну, не суть. В общем, в итоге Виталий там за эту книгу сказал, и потом фразу такую вставил интересную по поводу того, что, говорит, я вообще считаю, что все мы в этой жизни ослики, только кто-то морковку вешает перед собой, типа, за которой идти, а кого-то этой морковкой стимулирует сзади. Так вот, я, наверное, тот ослик, который морковку перевесил наперед. Это в контексте того предыдущего включения, где я рассказывал, как дальше жить собираюсь. Поэтому вот таким осликом пока и буду я идти за морковкой своей, которая раньше была, сзади, а теперь она спереди. Не особо аппетитная фигня, конечно, получилась, извините. Да, ну вот он такую фразу сказал, она в память не зацепила, и, наверное, сюда как раз очень хорошо по этому контексту подходит. Ну, а так, посмотрите, если интересно, что за дядя такой. Он, конечно, специфический жук. Ну, вот, мне кажется, есть люди, у которых на генном уровне есть какая-то коммерческая жилка. То есть, когда она прорастает, все равно, там, вопреки всему, там, вопреки его родителям, там, еще, там, ситуации окружающей, еще чему-то, там, недостатку образования. Вот это, мне кажется, он яркая иллюстрация. То есть, парень на интуитивном уровне зарабатывает деньги собственным трудом, скажем так. Он не шибко великий бизнесмен, чтобы сказать, там, какой-то предприниматель, даже не назовешь его, ну, оно ж кто как классифицирует, это понять, но тем не менее, как бы он говорит, что он горбатик, я с ним соглашаюсь, я там тоже где-то в какой-то степени подобный горбатик, только значительно слабее масштабами, чем он, но вот у него это все, мне кажется, на уровне рефлексов, генов заложено в нем. Вот, поэтому парень интересный. Ну, хотя в людях разбирается не очень. Он, например, меня до сих пор считает социалистом, но у него пунктик это социалисты, коммунисты, вот это вот все, как истинный капиталист, он ненавидит их люто. Ну, меня-то он, я думаю, любит по-дружески, но считает социалистом. Хотя, блин, он до сих пор не понял, что какой там я в задницу социалист. Я сегодня один, завтра другой, короче, не просчитал он меня, поэтому то такое. Ну, вообще, пацаны, интересный, если что, ролик, гляньте, может зайдет, как мне когда-то зашел.